Приветствую всех на канале Учимся делать все. Сейчас в этом видео я вам сделаю обзор на мультиварку Redmond, модель марка RMC M90. Итак, вот нас встречает такая коробка, здесь сразу надписи, вот рисунок есть, вот тут если перевернуть, такая надпись, что 45 программ. Чуть подробнее вернемся попозже к ней. Вот описывается так, вот так выглядит коробка сама, вот такой для полноценного общего объема. Вот эта коробка. Есть в этой коробке, сразу вот его берем в сторону, вот есть такая документация, которая тоже идет в комплекте. Здесь есть руководство по эксплуатации, здесь есть документация, талон идет, сервисная книжка, реклама, ну и книга на 200 рецептов, что очень хорошо. Супы, каши, кексы, рульки, что хочешь, 200 рецептов там, очень классно. Нас сейчас интересует вот это вот. Вот смотрите, что у нас здесь есть. Значит, вот так это будет выглядеть. Итак, вот смотрите, здесь показано, что есть сама мультиварка, шнур. Ну вот, в принципе, все видите, да? Итак, вот смотрите, сама мультиварка. Вот она. В этой мультиварке чаша на 5 литров. Вот такая чаша. Смотрите, она уже немножко такая пошарпанная, грязненькая такая, потому что пользуемся ей уже 3 года, поэтому я могу делать смелый обзор, потому что знаю, что это за продукт и как он выглядит, на что он способен. Итак, смотрите, узнали, что сама мультиварка есть, чаша есть, также есть шнур, вот в комплекте идет. Шнур идет рабочий, вот от этого до этого я замерял, 97 сантиметров идет. Это маленький шнур, немножко, честно сказать, неудобно, то есть нужно дополнительную розетку ставить, чтобы приблизить ее к системе электричества. Немножко неудобно. Также есть, смотрите, в комплекте мерный стаканчик на 160 мл. Вот идет. Есть вот такая вот держатель для ложек, который устанавливается вот сюда вот. Вот сюда устанавливается. Вот так вот он выглядит. Есть сами ложки. Одна мешалка. Она тоже, видите, уже немножко покоцанная такая, потому что пользуемся уже. Вот это редко пользуемся. Она более-менее, тем более суп мешать. Они вот так вот делаются вместе. Вот, и потом их вставляешь вот сюда. Вот все. Вот так это дело выглядит все. Вот. Есть также сито такое, скажем, для фритюра. Вот так эта ручка здесь вынимается, вставляется. Вот, чтобы жарить во фритюре, то есть этот процесс происходит вот так вот. Сюда наливается масло, картошка ставится и все, и пошел жариться, да? Вот, и есть вот это вот такое специальное сито, ну, похоже как на тот, который используется для мантов. То есть сюда его ставишь, можно варить манты прямо здесь, то есть наливаешь воду, делаешь, вот, и все. Так, что еще касается этой мультиварки? Итак, вот, я еще не упомянул про важные детали. Смотрите, в закрытом виде есть вот эта крышка, которая снимается. То есть при жарке супа, при варке супа, вот эта просто крышка отделяется. Потом она легко сюда вставляется без проблем. Вот. Это для того, чтобы можно было, из клапана выходил пар. Вот, в ней также есть отверстие, то есть в принципе можно жарить и будет все нормально. То есть вот, это для выхода пара. Также в ней есть вот ручка для того, чтобы переносить. Вот так это все дело выглядит. Очень удобная ручка, добротный, материал хороший. Все классненько. Также в ней есть одна очень важная деталь. Эта вот деталь находится здесь на задней части. Место для сбора конденсата. Вот такая вот выемка. Вот вставляешь, конденсат собрался. При открывании крышки, получается, он туда собирается. Вот. Также еще очень важный момент, не упомянул я, вот смотрите, сразу здесь видно, что есть функция автоподогрева с отключением, да, отключение автоподогрева, вот, но это я сейчас покажу поподробнее, здесь она будет. Есть 3D нагрев, так, 200 рецептов мы рассмотрели. Так, теперь смотрите, что внутри у нас есть. Вот, крышка, кстати, открывается, вот, нажимаешь, она отлетает. То есть имейте в виду, когда будете брать ее, покупать, то крышка, она вот защелкивается очень хорошо. И при открывании, если ее просто нажать, она сильно отлетит. Вот, поэтому надо немножко аккуратнее быть. Есть съемная вот эта вот панелька, которую можно вытащить вот за эти клапана. Ой, вот. И можно будет ее помыть отдельно, чтобы это было чистое. То есть вот получается, вот так она выглядит, вот сама. То есть это уже мыть не надо, потому что у вас есть отдельная
съемная крышка, так скажем, да. Вставляется очень легко. Вот так раз. И путем защелкивания. Все. Еще можно сказать, что вот сейчас чашу уберем. Смотрите, было написано, что 3D нагрев. То есть это означает, что вот эта вся поверхность, вся плоскость, она нагревается. Вот. То есть специально нагревают ее, и получается нагрев 3D, даже я бы сказал больше, чем 3D, объемный такой, очень хорошо. Еще есть вот этот сам диск, получается, нагревательный. Вот, то есть такой объем хороший. И вот это вот на всех мультиварках стоит такая штука, она пружинная. То есть если вы забыли, если вы мультиварку включили и забыли поставить чашу, а чаша, естественно, тяжелая, она нажмет на эту пимпочку, то мультиварка просто отключится. Она выдаст ошибку, будет написано ошибка или error, или там как-то. Короче, работать не будет. Это очень хороший как бы предохранитель. Так, по мультиварке здесь, по самой мультиварке все. Вот так ее сейчас посмотрим еще здесь. Вот так вот написано программы. Здесь вот так и задняя часть выглядит ее. Серийный номер заводской, тут все как полагается. Вот эта часть вот так выглядит. Передняя вот что нас встречает. Вот 45 программ. Дно вот такое у нее, 4 ножки. Вот эти идут обычные, вот эти идут не скользящие. Она правда не скользит, то есть очень хорошо. И сейчас посмотрим еще в очень важный момент, какая она будет идти в длину. Просто если вы планируете ее поставить на кухню, естественно, вам нужно знать, какая длина. Вот рабочая поверхность ее, длина 39, ну, считай, 40 сантиметров. То есть вот так она в длину идет 40 сантиметров. Вот вместе с ручкой вот с этой. Вот так 40. А вот так идет от ручки до ручки. Вот рабочая 29. 28. Ну, почти 30 сантиметров. Вот. То есть вот так 40, так 30. И высота у нее 25 сантиметров. То есть вот эта высота, ну, я грубо говоря сказал, 25 сантиметров. Просто для планирования вам. Итак, перейдем сейчас вот к чаше. Я еще про чашу не упомянул. Смотрите, чаша сделана из хорошего покрытия. Антипригарное покрытие. Прям очень хорошее. Вес чаши, ну, хороший. То есть это не дешевый алюминий, который легкий очень. Толщина стенки составляет 2,5 мм. То есть очень добротный материал, только прям качественный. Есть две ручки, очень удобные. То есть можно легко и быстро поставить ее. И потом, что самое интересное, если все сготовилось, нужно взять вот это вот, как ты будешь это подцеплять, не получается. Две ручки есть, вот красиво прям взял и унес. За 3 года использования, смотрите, немножко стерлась вот это вот. Вот есть потертости. А в принципе сама чаша не пригорела, ничего с ней не случилось. Смотрите, здесь есть у нее еще градация. То есть сколько литров, то есть вот это максимально, сюда можно набрать. Выше нельзя, выше этой черты подниматься нельзя. Вот. В принципе, в отношении чаши все. Материал очень хороший, цвет приятный. Вот. Итак, вот это был такой краткий обзор внешних характеристик этой мультиварки. Теперь посмотрим, как она работает под электричеством, то есть как все готовить. Итак, вот она сейчас перед нами стоит. Чтобы, вот получается, она включена уже в розетку. Вот здесь индикатор мигает о том, что есть напряжение, о том, что она работает. Если мы хотим выбрать программу, да, вот здесь вот получается табло, нажимаем на меню, вот здесь есть такое понятие меню, на него нажимаем, соответствующий звуковой сигнал издается, и вот начинаем вот видеть здесь программа мультиповар, молочная каша, ну, в принципе, вот все на экране, все это видите. Чтобы выбрать нужную функцию, нажимаем еще раз меню, еще раз, и получается с помощью меню мы листаем, чтобы выбрать то, что нам нужно. Макароны, томление, варка, выпечка и так далее. Меню, хочу заметить, на русском языке все. То есть понятный интерфейс, очень хорошо. Значит, включаем таким образом, да. Например, мы хотим выбрать плов, чтобы приготовился плов, самый знаменитый. Также менюшкой вот добавляем. Хотим, чтобы приготовился плов не сейчас начинал он готовиться, а через какое-то время. Воспользуемся функцией отложенного старта. Нажимаем на нее. Вот здесь вот отсрочка старта написано, вот. И с помощью вот этого часов и минут, вот смотрите, вот так видно, да? С помощью часов и минут выбираем необходимое нам время. С помощью часов нажимаем вот 2-3 часа. Отсрочка старта возможно до 24 часов. А отсрочка по минутам от 10 минут
И интервал идет по 10 минут. И вот нажали часы. Отсрочка старта произойдет через 6 часов 30 минут. Далее что мы делаем? Опять же нажимаем на кнопку «Теперь старт». Вот на эту. И запускаем программу. Когда нажмешь на кнопку «Старт», будет слышен характерный щелчок, чик, что она включилась. Вот смотрите. Все, она включилась. Через 6 часов 30 минут наша мультиварка запустит процесс приготовления плова, который будет готовиться 1 час. Чтобы это увидеть, вот, кстати, отключение, вот, подогрев или отмена. Вот, нажимаем сюда. Отключилось. Если же мы хотим приготовить плов сейчас, выбираем функцию плов, вот, при помощи таких вот действий. И когда нажмем, вот видите, показывает сразу, что он будет готовиться 1 час. Нажимаем на кнопку старт и удерживаем ее в течение 2 секунд. Раздастся прям щелчок, что она включилась. Вот смотрите еще раз. Слышали, был щелчок. Все, наш плов начинает готовить. И вот видно, вот здесь вот сразу вот отображается кастрюля и пар идет. Итак, вот такое вот меню. Интересный набор. Значит, включаем здесь с помощью меню, выбираем. Можно сделать подогрев. Можно отложенный старт. Можно выбрать температуру. Но температура выбирается при функции, которую нажимаем мультиповар. Вот только при этой функции выбирается температура. Сам дисплей полностью такое хорошее качество, стекло. Вот. Все кнопки полностью сенсорные, то есть механики нигде нету. Все работает отлично, на ура. Нажимаем меню, выбираем молочная каша, она будет готовиться 10 минут. Следующее тушение будет 1 час. Жарко 15 минут. Вот. Например, хотим приготовить суп. Выбираем и хотим, чтобы он потом, этот суп, был подогретый. Это автоматически происходит. Просто нажимаем кнопку и все, и готовится. Получается, готовится суп в течение 1 часа. После того, как час приготовится, он будет подогревать его. Если хотим убрать этот подогрев, нажимаем и удерживаем кнопку меню. И подогрев здесь погасит, смотрите. Все, подогрев погас. То есть 1 час приготовил, и все, и остыло. Отмена полностью, вот эта кнопка. Нажимаем и удерживаем. И все. Ну, в инструкции все написано очень хорошо. Итак, я снял такой очень подробный обзор сейчас. Как бы немножко больше времени заняло это, чтобы показать, какая это мультиварка Redmond RMC M90. Потому что когда я искал обзоры, мне прям хотелось подробно все узнать, разузнать как что. Поэтому вот постарался для вас специально снять такой подробный обзор. Ставьте лайки на канал, подписывайтесь. Смотрите также другие видео, очень интересные. Ну, а сейчас всем пока.